Приветствую вас, дорогие козероги! Это новый расклад на август месяц. Давайте смотреть, какие события ожидают вас в начале, в середине и в конце августа. Итак, приступаем, начинаем начало месяца смотреть, что ожидает козерогов. Так, первая карта у вас рыцарь мечей. Рыцарь мечей обычно очень такой быстрый рыцарь, то есть он бежит куда-то для решения какого-либо вопроса. Может карта говорить про то, что вам нужно будет резко как-то ответить на какое-то сообщение, на какой-то звонок. То есть быстро надо будет отреагировать, быстро куда-то поехать, решить какие-то вопросы. В целом карта говорит о том, что возможен какой-то небольшой конфликт, столкновение мнений. И, допустим, там на какой-то негативный отзыв или какие-то негативные отзывы от клиентов, да, вот вам необходимо быстро как-то отреагировать, что же вам ответить. И вы тогда погружаетесь в какую-либо информацию, раздобываете ее, и тогда вы даете, отвечаете, и все у вас четко, все правильно, и вы тогда решили какую-то проблему, какой-то конфликт. Либо карта может говорить о том, что у вас есть какое-то дело, которое вам нужно решить, но для того, чтобы его решить, нужно с кем-то проконсультироваться, у кого-то что-то узнать, либо походить, поездить куда-то, да, для того, чтобы раздобыть определенную информацию и выстрелить с этого лука точно в цель. То есть четко узнать какую-то информацию, которая вам будет нужна. И у вас это получится. То есть вы быстро сможете решить какую-то проблему. Для вас не составит труда что-либо решить. То есть информация к вам будет приходить. Вы быстро со всем справитесь. В работе может быть такая, вот знаете, спешка постоянно, когда много клиентов, надо быстро все организовать, все решить, и у вас вот такое как бы активное, можно сказать, начало месяца. Но в целом есть момент коммуникации, то есть вы здесь не просто что-то делаете, да, вы здесь постоянно находитесь в коммуникации, узнаете что-то, что-то пишете кому-то, отправляете какие-то письма, посылки какие-то отправляете, вот что-то такое здесь у вас в начале месяца организовывается. Так, либо по каким-то рабочим вопросам, деловым можете тоже что-то отправлять, либо куда-то ездить. Но тут именно с документами может быть что-то связано. Так, середина месяца для козерогов смотрим. Тут у вас выпадает карта Паж жезлов. Паж жезлов – это у нас карта, обычно показывающая детей, пожилых родственников, домашних животных, там, например, племянников или ваших внуков. То есть, возможно, кто-то из них по знаку зодиака Овен, Лев или Стрелец. Так может проиграться. Либо же эта карта может говорить про то, что будет какая-то коммуникация, взаимосвязь, какие-то поездки совместные. Это будет что-то, где вы хорошо проведете с этими людьми время. То есть будет момент активного отдыха. Вот видите, вы одеваете эти ролики, да, они необычные, они имеют 5 колес. То есть вы с легкостью преодолеваете какие-то задачи, что-то пробуете новое для себя. И вам это приносит удовольствие. Вы, может быть, и сами, например, там с ребенком что-то новое можете попробовать, а может быть, это вы выступаете в роли того пажа, который активно начинает чем-то заниматься, чем вы раньше вообще никогда не занимались. То есть, может, это, например, вы пошли на какие-то соревнования, поучаствовать или посмотреть на них сначала, да. Может быть, вы записались на какой-то вид спорта и начали чем-то заниматься. Может быть, вы записались в спортзал, начали заниматься. Может быть, вы собирались куда-то поехать. Это может быть небольшая поездка, но она вам понравится. То есть какое-то мероприятие, которое зарядит вас энергией, где вы сможете а, поучаствовать в каком-то моменте, вот именно которое приносит вам эмоциональное удовольствие, заряжает вас энергией. Это что-то, что эм, как бы, можно сказать, и расслабляет одновременно, да, и что требует от вас активных действий. Это может быть какая-то прогулка, ну, например, это будет на каких-то мотоциклах, да, но может быть даже вот тут на роликах, на велосипеде поездки, да, то есть такое вот здесь возможно. Ну, либо в целом ваши какие-то новые начинания, которые вам кажутся пока что сложными, но вы готовы взяться за это дело, готовы рискнуть, готовы пойти, и с интересом, энтузиазмом вы куда-то идете и следуете чему-то. Вот такой момент. То есть здесь есть момент активного отдыха. То есть здесь вы не сидите на месте, вы постоянно что-то делаете с кем-то или же сами, да, либо же с кем-то, кого я вам перечислила, вот вы тут активно как-то взаимодействуете. Так, конец месяца для козерогов. Карта Высший суд.
Высший суд — карта, показывающая момент пробуждения, когда вот протрубили какую-то вам информацию. Это может быть поступление какого-то звонка важного для вас, письма какого-то, либо это какая-то новость, которая в целом меняет вашу жизнь. Да? Условно вы пробуждаетесь, встаете, ваша жизнь как-то меняется. То есть могут быть это какие-то новые правила у вас на работе, могут быть какие-то изменения, могут быть в мире какие-то новости. То есть что-то, что как бы будет для вас новшеством, то, что вы ждали, возможно. Вот такой момент. То есть высшие силы сейчас на вашей стороне, этот ангел, он протрубил для того, чтобы вы уже как бы включились и вошли во что-то новое в своей жизни, для того, чтобы вы получили какую-то важную, ценную информацию для себя, для того, чтобы вы наконец-то пробудились и поняли, что вы хотите от этой жизни, да, как вы хотите проводить время, где вы хотите находиться. То есть такой момент, когда вы наконец-то сможете после какой-то новости, какого-то звонка уже начать немножечко по-другому жить. И вам будет хотеться уже вот этих изменений. Вот такой момент. Так, это ваш расклад. И мы сейчас смотрим для вас еще карту от колоды «Романтика и любовь». Смотрим для вас одну подсказку на любовь, на отношения, что вам подскажут карты в этом месяце. Смотрим, Козероги. Так, у вас выпадает карта, она называется «Разбитое сердце». Разбитое сердце — часть человеческого опыта. Это пройдет. То есть можно сказать, что в этом месяце вы можете получить какую-то информацию, которая может вам не понравиться. Скорее всего, это будет, например, в начале месяца, либо в конце месяца, да. Какая-то информация, которая вас заденет. Это может быть просто какая-то новость, которая вас расстроит. Это может быть что-то, что связано с моментом коммуникации, да, с кем-то. То есть даже если что-то вам кажется, что вам не нравится, да, вы все равно справитесь с этой проблемой, потому что карта говорит вам о том, что все пройдет. Это человеческий опыт. И если у вас что-то когда-то не получилось, не значит, что так будет постоянно. Здесь есть момент какого-либо изменения. Какое изменение? Мы сейчас посмотрим с вами на колоде «Духовное древо», на картах предсказаний. Тоже посмотрим, что здесь у вас подскажет карта, какие изменения, да, что вас ждет в августе. Так, эмоции. Погрузитесь в глубины своих эмоций. Мгм. То есть, возможно, эмоции — это просто либо вы эмоционально на что-то отреагируете сильно в этом месяце, либо же карта, наоборот, вам говорит о том, что вы, погрузившись в свои эмоции, так в этом месяце на чем-то зациклились, что вас что-то расстроило. Но нет, здесь карта говорит о том, что спокойно воспринимайте информацию, научитесь контролировать свои эмоции, да, выстраивайте вот это шикарное такое, выращивайте дерево, чтобы ваши эмоции всегда были позитивными, чтобы вы легко могли справляться с любыми ситуациями и что ничего больше вас не расстраивает. То есть, возможно, даже карта вот этого разбитого сердца говорит о том, что уже наступает такой момент, когда ваша какая-то боль, которая была в вашем сердце, или какие-то моменты, которые вас расстраивали, они уже наконец-то исчезают. То есть вот в этом месяце они пройдут. Вот такая вам подсказка на этот месяц. И смотрите на то, что вам дарит в этом месяце вот эти положительные эмоции, с кем вы получаете эти положительные эмоции, да, кто вас радует больше, чем другие люди. И это принесет вам такое удовольствие от того, с кем вы общаетесь, куда вы идете, с кем вы контактируете. То есть можно сказать, что под конец месяца вы избавляетесь от каких-то ваших проблем, которые у вас были. Или, например, приходит новость, что вы что-то оплачиваете, да, вот последний взнос за что-то, допустим, у кого-то может быть так. Либо же в судебном деле что-то разрешается, что раньше стояло на месте и что вас расстраивало. Все, наконец-то здесь идет свобода. И вот эти эмоции, которые вы получите под конец, это будет что-то такое радостное. То есть погрузитесь в глубину эмоций, которые дают вам вот что-то новое в вашей жизни. У каждого новость в конце месяца может быть разная, но какая это новость будет, вы уже почувствуете в конце месяца. Скорее всего, это что-то позитивное, потому что ангелы, они, архангел здесь, он вам дарит какую-то положительную новость, потому что это как бы такое идет добро для вас от высших сил. Поэтому просто принимайте и наслаждайтесь тем, что вам дает жизнь. Итак, это был расклад для тех, кто родился по знакам зодиака Козерог. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, поддержите канал, мне будет очень приятно. И делитесь видео, может быть, ваши знакомые, родственники хотят посмотреть, да, тоже делитесь, смотрите их видео, все есть на канале. Всем желаю всего наилучшего, до новых встреч, всем пока-пока.